Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я бы хотела поговорить, можно ли прожить счастливую жизнь без любви, без партнера, быть счастливым. И я не говорю про всю жизнь, но какой-то очень-очень долгий период, и кто-то выбирает сейчас жить для себя, просто наслаждаться жизнью, кайфовать и все делать только для себя. И, конечно, кто-то, когда, может быть, было такое желание, может быть, оно и осталось, но не встречается партнер, и человек уже полностью отчаялся, и, ладно, не встречается, но что теперь с этим поделать? И есть еще вариант такой, что, например, человек уже не верит, не потерял веру в то, что можно встретить искреннего человека, которому можно будет полностью доверять, то есть какой-то случился очень неприятный опыт, после которого человек закрыл свои двери в сердце и понимает, что лучше тогда жить одному, да. И я, знаете, как-то думала, например, если бы можно было людей отправить на какое-то время на другую планету, где там совершенно другие правила, не те, к которым мы привыкли. Есть какое-то разделение, да, успешный, неуспешный, что для любви ты что-то должен изначально самого, как-то себя что-то представлять. То есть те правила, которые сейчас есть, они к любви в большинстве своем не имеют никакого отношения. И на этой планете люди бы могли открыть свои сердца и на самом деле просто без всяких там догм, заморочек, без всякого этого то, что очень много навязано извне, просто бы открыто проявляли это чувство и почувствовали, самое главное, что то есть можно просто встретить человека и действительно его полюбить. Понятно, конечно, для обычной жизни это несколько утопия, такой сад Эдема, да, все прекрасно, там птички поют, все цветет и любовь процветает, но тем не менее, мы, конечно, сейчас в таком не очень духовном мире живем, то есть духовность, она такая на очень низких вибрациях, и люди немногие придают этому значение, да, то есть любовь заменяется близостью сейчас, это тоже такое подмена понятий, вроде как люди в близости, поэтому они любят друг друга, и больше смещается все на удовольствие, на то, чтобы получить от всего, там, да, и от еды, и от близости, и от всего, то есть, и это несколько такая сублимация происходит, когда человек не получает чего-то настоящего, он заменяет чем-то, и когда проходит время, все равно человек понимает, что это как пшик был такой, да, как бабочка пролетела и ничего за собой не оставила, то есть все-таки любовь — это очень такое фундаментальное чувство, которое прям корнями в нас, можно сказать, прорастает, да, и я говорю именно про любовь, не про влюбленность, когда люди просто встретились, там химия произошла, гормоны в голову ударили, а любовь — это очень такое прочное, очень настоящее чувство, которое, конечно, проверяется годами. И я еще думала, знаете, на тему того, что, например, можно было посадить человека, как в кинотеатре, да, перед экраном большим, и показали бы два фильма. Это история жизни этого человека, какую бы он выбрал. Например, одна история жизни — это был бы фильм, где человек все бы достиг того, что он хотел, да, много друзей, много событий, не знаю, то, что, в общем, доставляло бы радость этому человеку, и к чему бы он стремился в жизни. Но не было бы вообще любви просто, то есть не было этого бы близкого человека, не было бы этого ощущения такого, когда ты любишь, потому что не только важно, когда вас любят, но и важно, когда мы сами любим. В этой любви мы
Мы многое с тем, что мы можем отдавать, мы многое для себя можем и понимать, и расти, и свой эгоизм прорабатывать, да, потому что в любви, конечно, люди становятся более мягче, более настоящими, срываются маски в этой любви, люди показывают себя теми, кто есть на самом деле, потому что, конечно, в любви нам хочется, чтобы нас принимали такими, какие мы есть, что порой мы можем как бы не получать от жизни, да, потому что везде приходится быть в определенной среде, все равно немножечко вот с этой маской, да, а иначе как бы, ну, к сожалению, да, я здесь не говорю прям про лицемерие, но тем не менее все равно мы же не можем там, не знаю, ноги на стол положить на работе, да, я вот в этом смысле говорю, а с любимым человеком можно расслабиться, веселиться и все остальное, да, то есть это человек, который будет тебя очень понимать и принимать тебя. Ну и второй фильм, который бы вам показали, это фильм, где чего-то, может быть, нету, какого-то одного элемента, потому что в жизни, конечно, ну, зачастую, я не знаю, я за свою деятельность долгую с огромным количеством людей вообще я ни разу не встречала человека, который бы сказал, что вот у него прям полная чаша всего, вот по всем, вообще по всем фронтам, по всем сторонам жизни. То есть все равно какой-то элемент будет страдать. И соответственно, чего-то, может быть, бы не было из того желаемого, что хотел человек, но при этом была бы большая любовь, и опять же не было бы вот этих вот правил, да, которые сейчас, то есть немножко вот такой в идеализацию я ухожу и такую хочу показать красивую картину, когда все-таки вот что для себя человек сам выбирает. Мне кто-то там пишет в комментариях иногда, да, что я где-то наивно там, может, рассуждаю. Вы знаете, может быть, но у меня был разный опыт, и он там тоже был негативный в какой-то степени. Но, тем не менее, я все равно считаю, что надо верить в лучшее. Если не верить, то вообще просто тоска зеленая будет, и так многим людям сейчас тяжело приходится. Наш замечательный Лев Николаевич Толстой писал, что без любви прожить легче, но без нее нету смысла. И я очень поддерживаю эти слова. Конечно, любовь, она может проявляться не только к мужчине, да, если говорить про женщину, и у мужчины к женщине. Она проявляется везде. Мы рождаемся в любви, и даже до сих пор, несмотря на то, что сейчас так беспорядочно заводят отношения, все равно в сознании у людей есть, что вот осталось это, и я надеюсь, что это еще на долгое время закрепится, что все-таки ребенок должен рождаться любви, когда люди любят друг друга. Есть еще такое понимание, что душа дается человеку, чтобы он полюбил другого человека. И вообще интересно, когда вот что-то такое сердечное происходит. Ну, это удивительное чувство, когда ты не знал человека, и в какой-то момент он для тебя становится родным, очень близким, тебе хочется для него все делать. И такой человек действительно редко появляется в жизни. От этого и ценишь больше. Никогда какие-то тоже беспорядочные связи возникают, и там же люди настолько просто размыта их энергия, и настолько они уже запутались, кто им вообще нужен. А когда ты ждешь, когда ты представляешь, как это будет, да, и веришь в то, что в твоей жизни все-таки случится эта большая любовь, потому что, ну, все равно и мальчик, и девочка с самого детства
им хочется нам всем, чтобы и нас любили, и мы любили. Я надеюсь, что еще очень долго будет вот это понимание того, что все равно ты как бы реализуешься в этих отношениях, да, у тебя как бы стоит задача не только в каких-то других сферах реализоваться, но и именно в отношениях. То есть это вообще одна из таких главных превалирующих сторон человека, что вообще люди нужны друг другу. Несмотря на то, что сейчас такое время, когда нас хотят увести от правильного понимания, да, то есть больше хотят сделать таких одиночек, каких-то обжор, которые только сидят и едят, или людей, которые просто полностью получают удовольствие, и просто эгоистов, которые не хотят ничем делиться, всю любовь к себе, а ничего при этом не отдавать. Есть такое мнение, что мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить. И действительно, общаясь тоже с большим количеством людей, я понимаю, что некоторым это не просто дается, да и мне тоже самой в какие-то периоды, я не говорю, что я прям со всеми так идеально все отношения складываются. В том-то и дело, что когда в чем-то что-то не складывается, это значит порой, что в этом как раз и нужно поработать, потому что когда все легко, знаете, так залакировано, все вообще без проблем, то это иногда просто, как бы человек всегда развивается тогда, когда ему немножко тяжело, когда есть какие-то препятствия, то есть поэтому научиться любить — это тоже большая задача в жизни, и уйти от темы как раз эгоизма. Выбирает, конечно, себе все, кто как выбирает жить, да, но я бы не хотела жить полностью для себя. Вот так вот всю жизнь. Я все-таки с пониманием того, что мы должны делиться чем-то, потому что даже вот самые такие заядлые такие люди, которые говорят, что мне сейчас никто не нужен, и все равно проскальзывает у них в разговорах, что я все-таки хочу полюбить, я бы вот хотела, чтобы это было очень сильное чувство, да, то есть мы, естественно, проходит время, и мы пересматриваем что-то, но я хочу сказать, что все-таки любовь — это невероятное чувство. Те, кто это еще не чувствовал в своей жизни, то я надеюсь, что у вас впереди. А те, кто очень скептически к этому относится и говорит, что нет, это не про меня, совершенно не знаешь. Жизнь прекрасна тем, что ты не знаешь, что с тобой может произойти завтра. Только достаточно открыть сердце, пребывать в этом состоянии любви, для начала просто к себе, и все, может какая-то удивительная встреча случиться. И я хочу сказать про женщин, которые тоже там бьют себя в грудь и говорят, что я карьеристка, я буду карьеру строить. Я еще не встретила... Нет, я, пожалуй, наверное, одну женщину только встретила, которая... Она, правда, с самого начала, и самой юности сказала, что у нее не будет семьи. Но тем не менее, кстати, у нее отношения есть. Но я не встречала вот так вот, да, кроме этой женщины, других женщин, которые бы сказали: вы знаете, я счастлива, у меня карьера сложилась, но не было любви в жизни. В основном как раз-таки всегда я слышала о том, что говорили, что сожалеют о том, что не встретили своего человека, сожалеют о том, что где-то, может быть, не проявили эту любовь. Поэтому очень, очень жалко в жизни, время так быстро бежит, как бы не прожить ее впустую.
Поэтому очень бы хотелось, чтобы больше любви было вообще в жизни других людей. Вообще любовь — это такой двигатель практически всех сфер в жизни. Для чего мы живем, когда кто-то вот задает себе такой вопрос, и все равно в сознании, наверное, возникает слово «любовь». И любовь — это действительно очень мощная, сильная, движущая сила. Когда ты чувствуешь ее, и когда она исчезает из твоей жизни, то как будто просто все цветное, оно сразу стало черно-белым, сразу ощущается вот этот контраст. Но вот это состояние, да, и влюбленности, пусть мы возьмем, вообще вот просто вообще такое большое слово «любовь». И когда она у тебя есть, это одно состояние, когда у тебя нет, ты это очень остро ощущаешь, как будто задыхаешься, как не хватает как будто кислорода, да? Не хватает этого чувства, которое было, и это самое главное и самое ценное, что у нас есть. Без любви вообще не было бы жизни, поэтому любите, и те, кто находится своими вторыми половинками, встретили свою любовь, берегите, цените, вы большие счастливчики. И спасибо вам большое за внимание, увидимся уже на следующей неделе, до встречи, пока!